It's moving! В субботу, 18 июля, Нью-Йорк столкнулся с масштабным наводнением. За несколько часов на город обрушилась месячная норма осадков, что привело к затоплению целого ряда дорог, сбоям в работе метрополитена и отмене крупных международных мероприятий. Событиям предшествовал комплекс метеорологических факторов: затяжная волна экстремальной жары и плотный смог, принесенный ветром от лесных пожаров в Канаде. Столкновение перегретого городского воздуха с влажным океанским фронтом и вызвало сверхинтенсивные осадки. Метеорологические станции зафиксировали в эпицентре шторма скорость выпадения осадков от 50 до 75 мм в час. Общий уровень выпавшей воды в черте города составил до 100 мм. Для мегаполиса с высокой плотностью застройки такая интенсивность является экстремальной. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бруклине и Квинсе, а также в Нижнем Манхэттене, в частности в районе Сохо, где рельеф местности способствует быстрому накоплению воды. Проблема усугубилась тем, что после нескольких дней смога и ветра на улицах скопилось большое количество сухой листвы и мелкого мусора. Потоки воды смыли этот сор к водостокам, заблокировав ливневые решетки и лишив воду возможности уходить в канализацию. Первой из строя вышла дорожная сеть. Ключевые автомагистрали, такие как Бруклин-Квинс Экспрессвей и Лонг-Айленд Экспрессвей, оказались частично заблокированы. Из-за избыточного давления в ливневой системе выбивало чугунные люки, превращая их в источники опасности для водителей и пешеходов. Пожарный департамент Нью-Йорка вынужден был задействовать лодки для эвакуации граждан из затопленных транспортных средств. Вторым и еще более уязвимым местом оказалась система метрополитена. Нью-Йоркское метро имеет конструктивную особенность. Тысячи вентиляционных решеток расположены прямо на уровне тротуаров. При переполнении улиц вся эта масса воды устремляется вниз. В результате движение по ряду ключевых линий было приостановлено из-за риска короткого замыкания и затопления путей. Одновременно с этим Федеральное управление гражданской авиации ввело временный запрет на вылет самолетов из 3 основных аэропортов региона. Сотни рейсов были отменены или перенаправлены на запасные аэродромы. Среднее время ожидания в терминалах превысило 1,5 часа. Наводнение нанесло ощутимый экономический ущерб коммерческому сектору. Были отменены крупные спортивные и культурные мероприятия. В частности, перенесен матч бейсбольных клубов «Янкис» и «Доджерс», а также отменен масштабный концерт на стадионе «Сити Филд». Стихия также вмешалась в график подготовки к финалу чемпионата мира по футболу 2026 года. Тренировочные базы сборных Аргентины и Испании в соседнем Нью-Джерси пострадали от подтоплений и ветра. Скорость достигала 110 км в час. Here we go. 188th and LIE completely flooded. There's a car right there. На фоне непогоды власти Нью-Йорка призвали жителей цокольных и полуподвальных этажей срочно переместиться на более высокие уровни. Исторически именно такие квартиры представляют наибольшую опасность при внезапных паводках. Из-за падения деревьев на линии электропередач несколько тысяч домохозяйств в Нью-Йорке и Нью-Джерси остались без энергоснабжения. Почему Нью-Йорк регулярно затапливает?
Около 60% территории города обслуживается так называемой совмещенной системой канализации, построенной более века назад. Это значит, что бытовые сточные воды и дождевая вода поступают в одни и те же трубы. В штатном режиме система направляет воду на очистные сооружения, но когда за час выпадает более 50 мм осадков, пропускная способность труб недостаточна. Система переполняется, и излишки неочищенной воды выдавливаются обратно на улицы и в городские водоемы. Изменение климата привело к тому, что штормы стали более концентрированными и мощными. Модернизация подземных коммуникаций такого гиганта, как Нью-Йорк, требует сотен миллиардов долларов и десятилетий работы. Текущие программы по созданию дождевых садов и замене асфальта на проницаемые материалы пока внедряются слишком медленно, чтобы сдерживать подобные удары стихии. Активная фаза циклона завершилась, в городе установилась стабильная погода, коммунальные службы ведут расчистку дорог и восстановление энергосетей. Единственным положительным последствием шторма стало полное очищение атмосферы от канадского смога. Однако прошедший шторм в очередной раз доказал, что мегаполису необходима радикальная модернизация инженерных систем вековой давности.